Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня мое видео будет немножко в другом формате, чем обычно для меня. Я постараюсь немножко кое-чему вас научить и дать идею для нового изделия, которое можно связать к лету. У меня эта идея возникла, потому что я увидела симпатичную маечку или топ от известного бренда Loro Piana, и я не говорю, что я буду его копировать. Я специально назвала это видео по мотивам, потому что, во-первых, видно просто идея, но на самом фото очень сложно определить какой-то узор. Можно примерно такой же узор сделать, поэтому я вам предлагаю однотипный узор. Мы с вами его разберем. Я покажу, как он вяжется, и в чем будет заключаться мой урок. В том, что я научу тех, кто не умеет еще, для кого есть определенные сложности, работать со схемами. Вот такая схема обычно во всех книжках есть, схема узора, и может для некоторых представляет какую-то сложность. Я попробую это объяснить. Значит, вот этот узор, который я считаю, что он подойдет к этой модели. Вот фотомодель я вам уже выложила, да, вы посмотрите еще раз. Я считаю, что вот этот узор прекрасно подойдет к этой модели, да. Значит, узор я взяла из книжки. Вот эта книжка, очень замечательная книжка. Но здесь довольно такие, ну, они не сложные узоры, но и непростые, да, над ними надо работать. Вот. И вот с этой книжки я взяла вот этот узор, который вам сейчас расскажу. Покажу, как он вяжется, объясню, как по схеме определить направление вязания. Вот. И потом я покажу, дам вам небольшую выкройку. Вот такая выкройка, потом поподробнее покажу. Вы по ней можете связать вот такой топ для себя. Да? Значит, так, приступаем сначала мы к узору. Вот этот узор, здесь у меня связано 2 раппорта в высоту и 3 раппорта в ширину. Реально вот этот раппорт узора, смотрите, он очень симпатично смотрится, да? Значит, раппорт узора 16 петель и 16 рядов. Вот вы берете, скажем, схему узора из книжки. Вот всегда не дается узора, значит, так как это вяжется по кругу. Но так как не все вяжут изделия по кругу, кто-то хочет вязать поворотным вязанием, да, естественно, надо понять, как работать с этим, со схемой этого узора. Ну, во-первых, здесь сразу надо понять, определиться, понятно ли вам условное обозначение. Здесь вот такие применяются условные обозначения. 2 петли вместе с лицевой с наклоном влево, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная петля и просто пустой квадратик — это лицевая петля. И вот раппорт узора, как я вам сказала, 16 петель. Значит, я набрала, будем вязать, я буду показывать на одном раппорте, чтобы не было сложно, да. Вот у меня один раппорт, я набрала здесь 16 петель и плюс 2 кромочные. И для начала я провязала 6 рядов, так как я вязала поворотным вязанием, я вязала все лицевыми. Лицевая, 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 лицевая. Получается вот такая вот каемочка. Вот такая же каемочка используется на оригинальной модели, поэтому вот ее очень легко использовать сразу же. Обыкновенным способом набираете петли, делаете такую каемочку и приступаете к узору. Значит, узор 16 петель, как я сказала. Если вы вяжете уже широкую спинку или полочку, естественно, между раппортами вешайте маркеры. Вы тогда никогда не запутаетесь. И второе. Всегда в узоре есть какой-то повторяющийся такой элемент. По нему можно следить, не ошиблись ли вы. Или вот смотрите, вот здесь в данном случае вот эти по 5 петель они здесь идут. И здесь они идут по 5 петель всегда. Вот тут как бы расходятся, сходятся, все понятно. Но вот эти вот по 5 петель, они как бы идут, вот эти 5 над этими 5, здесь 5 над этими 5. И если вы где-то чуть-чуть сдвинулись, вы сразу заметите, что узор, ну, как-то не так смотрится. Поэтому надо вот эти ориентиры, вы их будете соблюдать. Итак, значит, начинаем. Вот у нас, я всегда беру схему. Вот у меня, скажем, первый ряд, кладете какую-нибудь себе ориентир, чтобы вы не запутались, и начинаете вязать. Вот у нас первый ряд, мы вяжем его лицевой ряд.
Значит, мы кромочную снимаем. Дальше я смотрю, у меня идет 3 лицевых и 2 лицевых вместе с наклоном влево. Я вяжу классикой. Значит, я провязываю 1, 2, 3. Потом мне надо провязать 2 лицевые петельки с наклоном влево. И так как я вяжу классикой, повторяюсь, мне надо поменять стенки у 2 петель. Я, значит, переснимаю 1, 2, потом их возвращаю на левую спицу и провязываю. Вот они у меня будут с наклоном влево. Дальше смотрим. Опять у нас 3 лицевых. 1, 2, 3. Потом идет накид, лицевая, накид. Потом опять 3 лицевых. 1, 2, 3. 2 лицевых с наклоном вправо. Так как я вяжу классикой, в данном случае менять стенки у петелек не надо. Я вяжу просто их 2 вместе. Они получаются у меня с наклоном вправо. Вот эти, я не все захватила. Так, 2 вместе с наклоном вправо. И в конце 2 лицевых. 2 лицевых и кромочную. Это мы провязали с вами первый ряд. Понятно, если вы вяжете по кругу, то у вас никаких кромочных не будет. Вы сразу же начинаете вязать второй раппорт. То есть вы вот закончили и начинаете с этой стороны опять. И каждый раппорт вот как бы справа налево, справа налево. Вы читаете это, вы вяжете по кругу. Если мы вяжем поворотным вязанием, вот так как я, мы должны с вами развернуться. Вот мы разворачиваемся и мы вяжем с изнанки. Значит, мы вяжем второй ряд. И теперь мы должны будем смотреть уже слева направо, так как мы вяжем как бы с изнаночной стороны. Но, видите, вот эти 2 петельки, они изнаночные у меня нарисованы. Но если я их вяжу с изнанки, я их должна провязать лицевыми. То есть вот все петли, которые здесь обозначение есть, меняются на противоположные. Значит, если здесь изнаночные, надо вязать лицевыми. Если здесь лицевые, вяжем все изнаночными. Здесь изнаночные, вяжем все лицевыми. Значит, с обратной стороны изнаночный ряд мы уже будем вязать с этой стороны. И вот смотрите, что получается. Вот я кромочную опять снимаю. Я сказала, здесь 2 изнаночные, значит, я вяжу наоборот противоположные, 2 лицевые. Дальше у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 изнаночных. То есть должно быть лицевыми. А с изнанки вяжу изнаночную. 11 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И остается у меня 3. Значит, здесь изнаночная нарисована, я вяжу лицевыми. 3 лицевые. 1, 2, 3 лицевые и кромочную. Все, мы связали с вами 2 ряда. Мы опять поворачиваемся и переходим к 3-му ряду. 3-й ряд вяжется также одинаково как при поворотном, так и при круговом вязании. 3-й ряд мы смотрим. Кромочную я снимаю. И опять у нас 3 лицевых. 1, 2, 3. Опять 2 лицевые с наклоном влево. Я переснимаю их, меняю стенку у петелек, провязываю 2 вместе. Потом у нас идет 2 лицевых, накид, 3 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 петельки вместе с наклоном вправо и 2 лицевых. Все. Это мы провязали с вами 3-й ряд. 4-й ряд, видите, вот здесь 4-й, 6-й и 8-й, они в данном случае вяжутся одинаково. А вот эти нечетные ряды вы просто смотрите по схеме. Я уже дальше не буду с вами все это проходить. Я надеюсь, что вам понятно объяснила, как использовать схему. Если вы вяжете поворотным вязанием, и вам может быть так неудобно менять в голове на противоположные, вы можете себе перерисовать эту схему, меняя четные ряды так, как вы должны их вязать. Так, может, будет вам проще. Если нет, то можно использовать просто эту схему.
Так, что теперь, что касается выкроек. Я сказала, что я дам небольшую выкройку, да. Значит, я вот сделала на обхват груди уже в готовом виде. 98, 103, 112, 123. Это 4 размера. И здесь вот везде стоят у меня 4 размера. Там, где один размер, значит, относится ко всем размерам, да. И, значит, поэтому рисунок вот как... То есть по этой модели. Значит, вот здесь по низу вы вяжете вот такую каемочку, как я вам сказала, да, вот здесь вяжете лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Если вы вяжете по кругу, если вы вяжете поворотным, то все время лицевыми провяжите вот несколько рядов, и у вас будет такой край. Потом здесь вот обвязка горловины, то же самое. Вы по горловине потом наберете петельки, сколько вам надо, и тоже провяжите. Уже будете вязать по кругу. Значит, у вас один будет ряд лицевой, один изнаночный, один лицевой, один изнаночный. Провяжите там опять же 5-6 рядов и закройте все петли. То же самое по обвязке горловин, проймы. Вы сошьете свои боковые швы, плечевые швы, потом наберете по кругу, по пройме тоже количество петель необходимо и провяжите опять 5-6 рядов лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. И такую вот летнюю модельку вы себе сможете сделать. Я думаю, что узор этот очень подходит для такой модели. Ну вот это все, что сегодня хотела вам рассказать. Надеюсь, мой урок вам помог. Те, кто считает, что это очень просто и все понятно, можете не смотреть. Но не для всех это все легко и просто, вот как пользоваться схемами. А на сегодня все. Пока-пока. С вами была Светлана.